Мы приветствуем вас на цикле лекций от издательской группы «Традиция». Выражаем благодарность пространству «Белые облака» за предоставленное пространство. Мы представляем молодое издательство, существует с 2014 года, издательская группа «Традиция». И мы стараемся издавать книги, которые интересны в первую очередь нам. Мы не гонимся за какими-то большими цифрами и показателями, а пытаемся открыть для себя и для людей неравнодушных какие-то новые горизонты. Часть книг представлена на столе. Издательская группа «Традиция» начала свой путь с «Четвертого пути». Серия этих книг можно видеть перед вами. Также у нас есть небольшое пространство «Дом культуры Триптих», где происходят также различные мероприятия, в том числе гурджиевские движения. Каждый четверг адрес на листовках, листовки на столе. Вот. Сегодня мы поговорим о «Четвертом пути», и расскажет нам о нем Алан Франсис. О себе он расскажет сам. Это представитель из Гурджиевского фонда и человек, у которого в учителях были вот Петлон, Мишель Безальцман, достаточно близко относящийся к традиции. Леночка, ты будешь говорить? Как хочешь, может, ты. Давай ты. Спасибо тебе большое. Как получится. Найти пустую. Microphone. Yeah, I don't think we need. Do you? I don't know. Shouting. Are you able to hear? Okay. Слышно хорошо? We don't need this microphone. Микрофон не надо. No. Microphone for the net. Oh, хорошо. Ладно. There is one chair up here. Здесь стульчик есть, пожалуйста, пройдите, кто хочет. Someone wants to sit. Maybe two. I don't know. So we are here together to speak about exchange about Mr. Gurjiev's work. Мы собрались здесь, чтобы поговорить о гурджиевской работе, задать вопросы, обменяться мнениями касательно его деятельности. And so what's most important is your interest, your input. И ваш интерес, ваш вклад в нашу беседу – это самое важное. So if you have questions, please feel free to ask them. Пожалуйста, задавайте вопросы, если у вас есть, в свободном порядке. I'll briefly speak about my background. Я коротко расскажу о своей биографии. When I was a teenager, I became interested in world religions. Когда я был подростком, я заинтересовался вопросами мировых религий. And philosophy, философии. Karate. И занимался карате. So I was searching for something. То есть начался такой поиск чего-то. And when I was very young, I had a very strong question about why I'm here. И вот этот вопрос, для чего я здесь, возник у меня очень рано, в очень раннем возрасте. When I was 16, I was given the book In Search of the Miraculous. И когда мне было 16, ко мне попала книга «В поисках чудесного». And I began to read it, and I found it very difficult in certain parts.
Я начал ее читать, и в определенные моменты были для меня очень трудными в этой книге. But I finished it a year later. И где-то год ушел у меня на то, чтобы дочитать ее. Still confused. По-прежнему я многого не понимал. But there's something inside of me that said, this is what I want. Но что-то внутри меня подсказало, что это как раз то, чего я ищу. And I followed that teaching, this teaching from that time until now, which is 50 years. И вот с тех самых пор я следую этому учению уже 50 лет. I came in contact with the Gurdjieff work in 1969. В 1969 году я познакомился в буквальном смысле, вошел в контакт непосредственно с работой Гурджиева. Amidst the same time that people like Chogyam Trungpa, Krishnamurti, Carlos Castaneda, all were coming to Los Angeles. И как раз примерно в это время все вот эти вот известнейшие люди, Чогьям Трумпа, Кришнамурти и Карлос Кастанеда, они все побывали в Лос-Анджелесе. But I chose the Gurdjieff work. Однако я выбрал гурджиевскую работу. So I was in the Gurdjieff Foundation for very many years, over 40 years. Я был членом Гурджиевского фонда в течение 40 лет. And was given permission to start groups and centers by the head of the Gurdjieff work at the time, Paul Reynard, and the head of the World Gurdjieff work, Michel de Salzman. И руководители гурджиевской работы в то время в Америке, Пол Рейнард и лорд Пентланд, позволили мне или направили даже меня к тому, чтобы я организовывал гурджиевские центры и проводил гурджиевскую работу в разных точках мира. So in the year 2005, I came to Russia and began Gurdjieff work here. И в 2005 году я приехал в Россию и начал работу здесь. So if you have questions about my background, feel free to ask. Если у вас возникают вопросы вот по тому, что сказано, по биографии Алана, пожалуйста, задавайте. Some of it is in here, my book. Это книга, которую написал Алан, она вышла в прошлом году, и здесь изложена более подробная биография. So if there's something specific about the Gurdjieff work you want to ask, please do so. Otherwise, I was going to speak myself about what makes the Gurdjieff work different from other existing teachings. Если у вас есть какие-то особые вопросы, если вы знакомы с учением Гурджиева, пожалуйста, задавайте их. В противном случае я собираюсь говорить о том, что же отличает учение Гурджиева от других мировых учений. Можно, да? Да. Как раз я хотел спросить, что отличает, что связывает учение Гурджиева и энтропию Штейнера. This is what I just wanted to ask. What differs and what is in common between teaching of Gurdjieff and anthroposophy of Stein? I don't think that I could contrast those two simply because I'm not a student of the latter. Я не думаю, что я могу здесь проводить какие-то дифференциации, какие-то контрасты, потому что я с последним не так знаком, я не учился у него. I'm familiar with Rudolf Steiner, of course, but I don't know him well enough. Я знаком в какой-то степени с его работой, но не настолько. Anyone else? У меня вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Как
как брать энергию из других емкостей, так скажем, да? Допустим, из эмоциональной или из тела, потому что в разные периоды своей жизни где-то я в большей степени пробужден, а где-то в меньшей. И как мне вот в начале пути влиять на то, чтобы быть более пробужденным дольше время, оставаться пробужденным? Well, how to obtain the energy from, so to say, different sources? Because in different times of my life, I feel more awakened in my emotions or in my body. How to make it long, how to prolong and make this awakening stay. Well, certainly it's a fundamental question. Да, это фундаментальный вопрос, базовый, основной. And Mr. Gurjiev's approach is very comprehensive. Подход Гурджиева сам по себе очень, да, очень сложен. So, И тем не менее достаточно понятен. to be practical, Mr. Gurjiev was practical. Here we are. You're here, I'm here. Гурджиев вообще был очень практичным человеком. Мы сейчас с вами находимся здесь. Вы здесь, и я здесь. But are you present in your bodies? Но вы присутствуете сейчас в теле. Could you в say своем now теле. how your feet are? Можете ли вы прямо сейчас сказать, ощущаете ли вы свои стопы? Are you feeding your body with attention? Питаете ли вы свое тело энергией, вниманием? If you are, you're beginning a process of accumulating this energy you asked about. Если в вашем теле есть внимание, то вы уже приступили к процессу собирания, аккумуляции энергии, о которой вы спрашиваете. Am I making nervous movements? Если Am I я tense? совершаю какие-то нервные движения, может быть, даже мелкие движения, если я напряжен, Then that's only one level, though. What about my emotions? то тогда это совсем другой уровень. Это одно. А что насчет моих эмоций? If I'm at this moment anxious, for example, impatient, any of those kinds of things, I'm leaking my emotional energy. Если в настоящий момент я чувствую какую-то тревожность, неспокойствие, нетерпение, то энергия уходит из моих эмоций. Я теряю энергию фактически. Можно назвать это утечкой энергии. And this emotional state affects my breathing. И вот это эмоциональное состояние оказывает влияние на дыхание. What is real conscious breathing? Что такое на самом деле осознанное дыхание? It's not 1, 2, 3 breaths. Это не значит считать вдохи-выдохи. It's following the breath from a low level of energy deeper and deeper to a higher level of energy inside. Это значит следовать за дыханием от самого, так сказать, низкого уровня дыхания в большей степени снаружи, следовать за дыханием вглубь, к So более высоким уровням. now I am present in 2 centers. Я присутствую сейчас в своих 2 центрах. What about my head brain? То есть вот эти 2 центра, физический, тело и эмоциональный. А что насчет головного мозга? I must silence the brain. Могу ли я сделать свой ум тихим? Because if it's full of crappy associations, Потому что обычно ум всегда заполнен разными ненужными, ссорными ассоциациями. then I can't take in the impression of you. Когда ум так заполнен, я оказываюсь не в состоянии воспринимать то впечатление, которое я мог бы от вас. So all of you are just reflections of past memories rather than who you are now.
Все мы представляем из себя всего лишь отражение прошедших воспоминаний, вместо того, чтобы быть теми, кем мы есть, кто мы есть. You need to learn to be able to stop your thought. И этому необходимо научиться. Необходимо научиться останавливать поток мыслей. Then you can begin to transform impressions. И тогда только вы сможете трансформировать впечатления. So here, there's this possibility now of not just being present in the body, but being present in the feeling and in the mind. И вот сейчас у нас здесь есть такая возможность не только присутствовать в теле, но и присутствовать в своих чувствах и в своем уме. So Gurdjieff takes this three, which you know from Christianity, from the Bible, if two or three are present in my name, which is consciousness, is there I am. Как говорится в Евангелии, если двое или трое собрались во имя мое, там и я есть. И Гурджиев очень прямо использует вот эту формулу. Если есть сознательное внимание, то я присутствую. So one of the things Gurdjieff does that is unique is he brings out the psychological teachings of Christianity. И именно вот эта уникальная сторона гурджиевского учения затрагивает эзотерическую сторону христианства. What does Jesus say most often? He says, wake up. Что наиболее часто говорит Иисус? He says, you're asleep, Проснитесь, пробудитесь. wake up. Вы спите. He says that more often than any other command. Вот это встречается, эта фраза встречается чаще других. So what is different about what Gurdjieff is saying now and what Jesus or Buddha or other teachers said 2,000 years ago, 2,500 years ago? Каково же отличие между тем, что Гурджиев говорит сейчас, теперь, и тем, что говорили Христос, Будда более 2000 лет назад? He says that the sleep that we are in now is not a natural sleep. Он говорит нам, что тот сон, в котором мы пребываем постоянно, не является естественным. That it's not just that our attention has sort of gone down, like when you're going to sleep at night and your attention sort of goes down and you're less and less aware of what's happening around you. И дело тут не только в таком ослабленном, сниженном внимании. Так же, как мы, когда отходим ко сну вечером, ночью, внимание постепенно затухает. Не только в этом дело. He says that somehow human beings have dropped even further. Он говорит о том, что человеческие существа пали даже ниже этого. That this sleep we're in is a kind of a trance. Что мы находимся в таком сне, который подобен трансу. So as you know, or some of you know, that Gurdjieff makes certain shocks. Некоторые из вас, кто знакомы с учением, знаете, что Гурджиев время от времени делал такие шоки. And you, what? Suddenly, are you here? И внезапно, вдруг, вы чувствуете, вы здесь. And if you're here, for example, in the mind, can you bring in the emotions and the body? И если вы оказались здесь в своем уме, можете ли вы присоединить и свои эмоции, и свое тело? And this is what helps us also to save this energy, which he speaks about as prana, but you could speak about as chi or ryak, various names for life force, life energy. И вот такое присутствие в трех центрах есть именно то необходимое, что нужно для сохранения энергии. Энергию Гурджиев также называл и праной, но есть и другие ее названия, такие как ци, ну и так далее. Это все названия жизненной энергии. And if you have this energy, then you can begin to create a kind of another level of being. Если у вас достаточно этой энергии, вы можете приступить к созданию другого, следующего уровня бытия.
So that's one of the ways in which the Gurdjieff teaching has taken a very old idea of waking up. Это один из тех способов, каким образом в учении Гурджиева используется вот это вот очень старое, древнее понятие пробуждения. And he looked very carefully at this and he said, after 2,000 years, after 2,500 years, after Zoroaster and Buddha and Lao Tzu and Jesus and all these people, why are we still asleep? Он очень тщательно, с большим вниманием рассматривал вот эту идею пробуждения. И в конечном итоге говорит, почему после всех этих лет, после 2000 лет учений мировых учителей, Будды, Лао Цзы, Иисуса, все равно люди находятся во сне. And he then realized that we are in a kind of hypnotic trance. И тогда он выносит следующую идею в том, что наш сон не просто сон, а именно гипнотический транс. How to wake up. Как тогда пробудиться? Yes. Вопрос. Мгм. Пробуждение от чего? От пассивности, от иллюзий. Awaken from what? Что From такое passivity, сон, его from понимание? illusions. О чем это? How do you understand this sleep? It's certainly passivity, Да, пассивность определенная. but it's also illusion, И иллюзия тоже. both. И то, и то. What does the world value? Что больше всего ценится в мире? Does it value consciousness? Разве сознание и сознательность как-то ценится? Does it value ideas like faith, hope, love? Разве вот эти вечные понятия вера, надежда и любовь имеют реальную ценность в нашем мире? It values violence, it values money, Да вроде бы наоборот, мир ценит насилие и деньги. it values everything external and nothing that leads towards our evolution. Мир ценит абсолютно все внешнее, то, что внешнее, а не то, что ведет нас к собственной эволюции. We're interested in evolving machines, but not ourselves. Мы заинтересованы в каких-то саморазвивающихся механизмах, машинах, а не в самих себе. We think the machines will then give us the answer. Мы надеемся, что машина когда-нибудь даст нам ответ. So that's one area where an old idea was, you might say, updated to deal with the current situation. Это вот одна область, когда, так сказать, древняя идея была адаптирована к настоящей текущей ситуации. But he brought many things that were quite new. И кроме этого он привнес очень много нового. And this represents one of those things that he brought that, as far as I can tell, И вот этот вот it's called agreement. From Carlos Castaneda, he used to say that was an agreement. дух решения. Он сейчас показал вот на эту схемку, диаграмму. Это то, что, в общем-то, то, с чем познакомил нас Гурджиев, помимо прочего. And he said he found this, or was given this by a brotherhood, ancient brotherhood, Simon brotherhood. Гурджиев говорил, что он обнаружил вот эту вот схему в братстве Сармунг. And it's basically a symbol that unifies two different ideas or laws. Фактически это символ, который объединяет две различные идеи или два разных основополагающих закона. And which are in the stories of many ancient teachings. The law of three with the Father, the Son, the Holy Spirit. И один из них – это закон трех, который мы можем найти в большинстве древних учений.
Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. What about Hinduism? Ну, также в индуизме есть следы. Are there three main gods? Какие там три основных бога в индуизме? Шива, Шива, Брахма. In Taoism, you have the two instruments of yin and yang, and the Tai Chi, which is the interface between the two. You have three forces always in the Tao. И в даосизме также вот в этой эмблеме, где показаны инь и янь, и тайцзи, между ними как объединяющая сила. То есть, опять-таки, три силы. And the other law is called the law of octaves. И второй закон, который также указан в энеаграмме, это закон октав. And it was illustrated in ancient times by the octave in music. И когда-то в древние времена этот закон был взят за основу вот музыкальной октавы. So then you find in certain very special music, like Gregorian chants, you find a kind of objective music that can have a specific effect on people. И в некоторых видах музыки, как вот григорианские чанты, молитвы, да, чтения, мы находим вот это вот объективное воздействие музыки. And those of you that know Gurdjieff, you know that he co-wrote at least 200 pieces of music with the Russian composer Thomas de Hartmann. И Гурджиев совместно с русским композитором Томасом де Гартманом составили порядка 200 музыкальных произведений. Here is the enneagram, and you can see the three forces or triangle represented. Энеаграмма, треугольником здесь представлены три силы, закон трех сил. And then you see the octave represented by do, re, mi. И вся октава, The interval, представленная нотами до, ре, ми, дальше идет интервал. fa, sol, another interval, Фа и соль, дальше опять интервал. la, si, Ля. and back to do. Си и опять к до. As far as I can tell, no one had presented this symbol ever to the public, and it was held very closely in the Brotherhood of Simone. И насколько я знаю, до Гурджиева вот этот символ никогда не был известен широкой общественности. И он строго сохранялся в братстве Сармунг. So you can represent on this symbol, for example, the steps leading to the way. Например, на этом символе можно проследить те необходимые шаги, которые нужно предпринять для подхода к пути, для приближения к пути. You might start with the idea here that there is a way. Например, в ноте до у нас появляется идея, мысль, что существует определенный путь. And if you are like me, when I was young, I was dissatisfied with life as I saw it. И если вы в чем-то похожи на меня, как я был в свои молодые годы, когда я был крайне не удовлетворен тем, что я видел в окружающей меня жизни. I thought to myself, this couldn't be what life is all about. И я говорил себе, что не может быть, чтобы жизнь заключалась только в том, что вот окружает меня, что я вижу. This is just existing, it's not living. Это только существование, это не есть жизнь. So then perhaps you move from this state to beginning to look for something, and you find that everything in life resists this search. Итак, у вас появляется вот эта мысль, и вы, возможно, начинаете искать что-то, что помогло бы вам. И в прекрасный один момент встречаетесь с сопротивлением, с сильным сопротивлением вот этому поиску. You develop a personality, a mask. В течение своей жизни вы развиваете личность или маску.
Why? Because you're adapting to what people expect of you. Зачем это нужно? Потому что мы таким образом сохраняем себя, мы адаптируемся к тому, что другие люди от нас требуют. When you're a child, you look at adults and you say, what do they want me to do? Будучи ребенком, вы смотрите на взрослых и стараетесь предугадать их ожидания. Что же они хотят, каким я должен быть? How can I get their attention? How can I make sure they're not angry at me? How can I get ice cream? All the things that, you think a child is stupid. The child's not stupid. The child is sly. He's figuring ways he can get what he needs. То есть ребенок пытается таким образом получить внимание, пытается сделать так, чтобы на него не злились и не сердились, или, может, даже ради мороженого. Мы все думаем, что дети глупые, они совершенно не глупые, они скорее хитрые, и они прекрасно понимают, чувствуют, каким образом надо приспособиться к требованиям взрослых. But he loses himself. И вот одновременно с этим процессом вхождения в жизнь человек теряет что-то. You believe in your own mask, your own self-image. Мы начинаем постепенно верить в свою собственную маску, в свой образ. So you're in between these two, this search for something real, for something true, and the development of a personality, a mask that hides what's real. И вот мы находимся какое-то время между этими двумя точками. В ноте «ре» мы верим в то, что путь существует, что он реален, и что можно прийти к нему. И в «ми» мы чувствуем вот это вот сопротивление. And so for me, when I was 16, I was in this situation, and suddenly somebody hands me this book, which comes right here at this interval. И вот где-то в 16 лет я был в этой ситуации, и кто-то дал мне почитать книгу, о которой я говорил, «В поисках чудесного». Это как раз происходит в интервале. And it begins to make sense of my situation. И моя ситуация прояснилась. And I begin to see the possibility of change. Я вдруг увидел возможности перемен. Gurджиев says that the change that I'm looking for is very difficult. Гурджиев говорит о том, что те изменения, которых мы хотим и которых мы ищем, они очень трудны. And today, it's terrible to say, but people are lazy. А вот в наше время сейчас, ужасно, конечно, это говорить, но люди стали очень ленивы. People are afraid to give up things. Люди боятся расставаться с чем-то. People are afraid of discipline. Люди боятся дисциплины. Years ago, if you went to a Taoist master, если, допустим, много лет назад вы бы пошли учиться к одному из даосских мастеров, you came with some gift, принесли бы ему какой-то подарок, said, "Could I be your student?" и сказали бы, а можно я буду вашим учеником? What would he do? Что бы он сделал в первую очередь? He would knock you out to the ground. Он Really? Он Not a joke. в буквальном смысле стукнул вас, и вы упали бы, свалил бы с ног. He would say, "Who in the hell do you think you are coming to me?" Он бы сказал, какого черта ты, кто такой вообще, чтобы прийти и обратиться ко мне? The first shock. И это первый шок, первый толчок. Now the person comes again. Same thing happens. Человек приходит еще раз, то же самое. He comes a third time. Третий раз. And the teacher says, "Come, you can sweep the floor." И учитель говорит, ну, приходи, ты можешь подметать пол. I actually swept the floors. И я в буквальном смысле подметал полы.
when I studied for many years. И много лет, пока я учился. And you learn that such a simple thing as sweeping the floor is a task of attention. Because if you don't sweep it right, you're out again. Thrown out. И вот так подметая, вы начинаете понимать, что подметать пол это не так просто. Это требует вашего внимания и развивает ваше внимание, потому что малейшее упущение и вас выгонят опять. But today we are much nicer. Ну, сейчас все стали более приличные. Still, you get the sense of what a difficult path, if you want to really be a Taoist or a Buddhist or Zoroastrian, what a difficult path you are engaging in. Ну, какой путь вы не избрали бы, будь то даосизм, буддизм, зороастризм. Or you're just playing a game. Вы в любом случае должны почувствовать, должны иметь вот это вот представление, что путь очень труден, крайне труден. В противном случае это будет лишь игра. I had one student, I remember in particular, everything was a game to him. Everything. Ну, были такие примеры, и я знала одного из учеников, для которого все было игрой. So even Gurdjieff work was a kind of game. И даже гурджиевская работа была всего лишь игрой. It's not a game. Но это совсем не игра. It's what your aim is in life, what you want from life. Это есть то, что соответствует цели вашей жизни. Какова цель вашей жизни? So you see somebody like Buddha and you say, what was his aim? Например, вы встречаете кого-то подобного Будде и задумываетесь, а в чем его цель? Or Akhenaten in Egypt. Ахинатон? Mm-hmm. Или такого, как Ахинатон в Египте? Or Jesus amidst the Jews. Или Иисуса в Иудее? Each one was creating a tremendous shock Каждый to из that них, society. каждый из этих людей создавал громадный шок для того общества, в котором они были. So the old religion had brought people a certain way, a certain distance, mostly by imposing laws. В древних религиях люди собирались вместе, и законы были Imposing laws, making people be under laws. Ну, то есть, может быть, не столько по своему собственному намерению, сколько под воздействием применяемых к ним правил и законов. And then these new teachers began to speak about something different, about consciousness by attention, enlightenment. И затем, позже, уже новые учителя начали говорить о таких явлениях, как сознание, как просветление. But every one of them had a specific question that they were trying to answer. Но у каждого из них был особенный вопрос, на который они пытались дать ответ. So when you look at the teachings of a Buddha or Lao Tzu or a Gurdjieff, you ask, what question were they trying to answer? И когда вы рассматриваете какое-либо изучение, будь то учение Будды, Лао Цзы или Гурджиева, вы думаете над этим, а на какой вопрос старался ответить этот учитель? Why did they approach the question of freedom, inner freedom, each in a different way? Почему они подходили к вопросу внутренней свободы, каждый по-разному? Are there any other questions right now?
Сейчас Or есть у should I кого-то continue? вопросы? Или я буду продолжать? Вот у меня вопрос. Когда вы говорили, что очень труден путь, то с чем пришлось жертвовать для достижения цели? When you were saying that the way is very difficult, what you have to sacrifice to obtain your goal, to reach your aim? I think in the beginning, one wants to begin by trying to understand what I am really, who I am. Я бы ответила так, что в самом начале подхода к пути человек пытается ответить на вопрос, кто я по-настоящему. And differentiate that from what you have been told you are. И вот это вот должно очень сильно отличаться от того, что вам сказали, кто вы. You know, I don't know if you have Boy Scouts here, but maybe you were told you're a good Boy Scout, you know. Ну, может быть, если взять советские времена, потому что бойскаутов у нас не было, там были пионеры, да, кто-то сказал, вы хороший пионер. But inside you're a real wild person. А на самом деле внутри вы такой непокорный человек. Who are you? Who are you? Кто вы на самом деле есть? So the first thing to give up is the false self-image. Первая вещь, с которой приходится расстаться, это ложный образ себя. Maybe you think that you are a great actor, but everybody else disagrees. Может быть, вы думаете себе, что вы великий актер, а все остальные не согласны. You have to separate what your image of yourself is from what you really are. Вам необходимо сделать разделение, отделить вот этот вот образ себя, сформированный извне, от того себя, который есть на самом деле. It's very difficult to do. И это очень сложно. Because we believe in this self-image. Потому что мы больше всего верим в этот образ себя. But many people don't even know they have this self-image that they protect. Но многие люди даже не задумываются над этим и совершенно не обращают внимания на то, что у них есть какой-то образ себя, который они всеми силами защищают. Briefly, a story that Lord Pentland told many years ago. Коротенькая история от лорда Пентланда, рассказанная много лет назад. A woman he didn't know comes into his office and says, "I've heard of you, Lord Pentland. Please give me an exercise." В офис к лорду Пентланду пришла одна незнакомая женщина и сказала, я много слышала о вас, видимо, как об учителе, пожалуйста, дайте мне упражнение. So he says, well, I don't know you. На что он ответил, я же вас совершенно не знаю, впервые вижу. Okay, I'll give you an exercise. Так как она настаивала, в конце концов он согласился, хорошо, я дам вам упражнение. So he gives her an exercise, she goes away, she comes back a month later and she says, that was wonderful, thank you so much. Он дал ей упражнение, где-то через месяц она вернулась в восторге, сказала, чудесное, бесподобное упражнение, оно мне так помогло, дайте мне теперь другое. And she wants another exercise. И настаивает, чтобы ей дали другое You know how упражнение. people are. They think they have a right Вы знаете, to demand things. какие бывают люди, как они могут настаивать, они думают, что они имеют на это право. Заставлять других делать то, что они хотят. Like you owe me something. I don't know you, but for some reason you owe me. Как будто им должны почему-то. So he says, okay. Ладно, говорит лорд Пентланд. Don't shout. Не кричи, не вопи. В этом было упражнение. And she is just horrified. Она в ужасе Oh, пребывала. I never shout. Я никогда ни на кого не кричу. In my family, we were brought up to be very, very courteous. В моей семье очень приличное воспитание было дано детям. I'm no ordinary street person. Я не просто какой-то там человек с улицы. So he says, I don't know, maybe I'm wrong. Он говорит, может быть, я не прав тогда, ладно. It's in New York City. Yes.
Дело происходит в Нью-Йорк-Сити, She walks в центре outside. Нью-Йорка. Вот она выходит из здания Taxi! и кричит такси. Huh? That's how we are. We don't know ourselves. Вот в этом мы все. Мы совершенно не знаем себя. And she was offended by Lord Pentland saying that. Дело в том, что она действительно была до глубины души оскорблена тем, что лорд Пентланд дал ей такое упражнение. That's a sure sign that you've touched this self-image. И когда вот возникает такое чувство обиды и то, что вас оскорбили, это очень показательный знак того, что затронут ваш образ себя. So when you have this desire to learn, you have this self-image which opposes anything Итак, true. продолжаем. Внутри у нас есть желание следовать дальше к пути. В точке ми у нас вот это сопротивление от собственного образа, от представления о себе. You must come to some new idea, a new teaching that allows you to understand exactly what your position is, what your psychological position И is. чтобы преодолеть это, нужно получить какое-то новое знание, нужно прийти к новому изучению, к новому учению, чтобы понять, какова ваша реальная психологическая ситуация. If you just have these two, they fight. Потому что если только две первых, ноты в данном случае, да, два первых положения, они вступают в борьбу друг с другом. You need a third force. Нам You need a необходима mediating Третья force сила, объединяющая сила или сила посредника. that helps you to resolve this conflict. Та сила, которая поможет разрешить этот конфликт. And whenever you have this place where there's an interval, it's always that there's going to be a vector, a new direction. И вот в этом месте интервала, здесь показан интервал между нотами ми и фа, это как раз то место, где нам необходимо получить новый вектор, новое направление. And you begin to understand yourself a little better. Проходя его, вы чуть-чуть лучше начинаете понимать себя. And one of the things we see that Gurji speaks about is we're not unified one I, but we have many, many different I's. И еще одно положение, которое выдвигает Гурджиев, это то, что мы не целостные, мы не объединены внутри себя, у нас нет единого «я», а есть много, очень много разных «я», маленьких «я». And this comes from very ancient teachings, like Jesus says, man's name is legion, which means many. И опять-таки это приходит к нам из очень древнего учения. Помните слова Иисуса, где он говорит «имя тебе легион», что значит огромная масса. So from here we get the beginning of a new result. И вот оттуда мы попадаем в точку, где возможен новый какой-то результат, где появляется результат. We can look at ourselves in a new way. Мы можем по-новому посмотреть на себя. And this, of course, is also extremely old teaching, know thyself, from Socrates. It's connected with a very old teaching. И это, в свою очередь, связано с очень древним тоже учением Сократа, который говорит нам «познай себя». But based on what principle are you studying yourself? На чем основаны те принципы, на которых мы начинаем изучать себя? You could observe yourself, look at yourself without any principle, and all you have is millions and millions of different observations. Если вы будете без каких-то правил просто так наблюдать себя, у вас эти наблюдения будут совершенно бесконечные, миллионы просто разных констатаций. And almost all of these are connected with the mechanics of your life. И почти все они связаны с
механичностью в нашей жизни. You can observe your hand moving. I don't know how it moves. Right? Вы See наблюдаете, it moving. допустим, движение своей руки. Вы не имеете представления, каким образом она приходит в движение. You have an itch and you scratch it. Your whole life is based upon these kinds of mechanical Что-то зачесалось, habits. вы почесались и так далее. И вся наша жизнь представляет из себя вот эти вот механические вещи. But what do I want to know? Но что же я хочу узнать? I want to know what helps me awaken and what puts me to sleep. Я хочу распознать, что пробуждает меня, а что погружает меня в сон. If I know that, I have a kind of secret about my psychological life. И если я понимаю это, я узнаю секрет, тайну моей психологии, моей психологической жизни. I begin to study myself in a different way. И начинаю тогда, приступаю к совсем другому уровню изучения себя. So, for example, when I quiet my mind, which in the East they call the monkey mind, Ну, например, когда мне удается сделать свой ум тихим, вы знаете, что в восточных традициях обычный человеческий ум называют обезьяньим умом. I begin to be open to a new impression of my life. Вот когда мой ум утихает, я становлюсь открытым к новым впечатлениям, приходящим в моей жизни. But Gurdjieff clarified this further. He said the monkey mind is only the lowest level of the mind. Гурджиев и дальше проясняет эту ситуацию. Он говорит о том, что обезьяний ум – это, так сказать, самый низший уровень нашего ума. It's sort of like a secretary or librarian that, gets information and passes it back and forth. Это что-то подобное секретарю или библиотекарю, который получает и передает информацию. But the mind is also an octave. It starts at this low level, but through the attention it can rise. Но ум представляет из себя целую октаву. Развитие начинается вот с такого очень низкого уровня внимания, почти отсутствия внимания. Но он может развиваться, он может подниматься дальше по октаве. It can reason. Он может стать разумным. Can ponder. Он может рассуждать, It размышлять. can further digest impressions so that the level of vibration or the level of energy rises and continues to rise. Воспринимать и поглощать, переваривать впечатления таким образом, что уровень входящих вибраций становится очень тонким и высоким. Now you're listening and your attention begins to weaken. Вот сейчас вы слушаете уже какое-то время то, что я говорю, и постепенно ваше внимание ослабевает. But you can observe that. Но вы можете наблюдать это, как ослабевает внимание. And you can put more energy into your attention. И можете привнести чуть-чуть больше энергии именно в это внимание. This is another effort. И это следующее усилие. As Milarepa used to do, yes. You put your hand here and you learn to listen. Как делал Миларепа. Вы слушаете. So this continues in this process until potentially you could actually step onto the way, which is very far from where we are now. И так, продолжая следовать вот этому процессу, мы можем на самом деле подойти к началу пути, который от нас, будучи вот в этом состоянии, он от нас очень далеко. So the first thing that we were asking about suffering before, the first thing that we give up is this false mask that we wear. Итак, продолжая вот тему, чем нужно пожертвовать в начале, я повторяю, что нужно пожертвовать своими масками.
теми масками, которые мы постоянно носим и которые сменяют друг друга. And then we begin to see that most of our emotions are not positive. Затем мы начинаем постепенно замечать, что те эмоции, которые мы испытываем, совсем не являются положительными. That Большинство there's эмоций. fear and anxiety and pathos, and there's anger. There's all these emotions which Gurdjieff says don't even have a center in us. Гнев, злость. И дальше можно перечислять. Гурджиев говорил, что у нас нет реального эмоционального центра, чтобы содержать вот все эти эмоции. Резервуара для них нет. How can I, as one person said, how can I kill emotion to come to feeling? Однажды кое-кто сказал убить эмоцию для того, чтобы прийти к чувству. Вот каким образом могу я сделать это? How could I even now feel myself that I'm here? That I'm here with Каким you? образом прямо сейчас я могу почувствовать, что я здесь с вами в данный момент? And this Gurdjieff is connecting to an idea which is also new in the way he presents it, which is to remember yourself. И это, в свою очередь, связано с идеей, с новой идеей, которую также привнес Гурджиев, с идеей самовспоминания. Now, the interesting thing is almost everyone I've spoken to in my life, when they were a child, at some point in their childhood, they suddenly were out in nature or something, and they said, I'm here. Это интересный факт, но почти все люди, с которыми я когда-либо имел контакт, с которыми я когда-либо разговаривал, вот почти у всех есть из детства вот такое вот воспоминание, когда ребенок внезапно обнаруживает себя. Вот я здесь, это я. Yes. У детей есть это. But we forget. Но, будучи взрослыми, мы забываем. And although we're here sitting talking about this subject, we don't know how to come from the ordinary state to the state of self-remembering, self-consciousness. Вот мы здесь, взрослые люди, сидим, разговариваем, и мы не понимаем и не помним, каким образом перейти вот от этого состояния к состоянию памятования себя. And this is very much connected with something which some people in the Gurdjieff work don't work on too much, but conscious breathing. И вот это самовспоминание, в свою очередь, связано со следующим положением гурджиевской работы, над которым немногие задумывались, даже будучи в гурджиевской работе, то есть с осознанным дыханием. So you can try even. Вы можете попробовать. Yes. You know that the sensation of your breath is fairly easy to pay attention to, the breathing in your nose and mouth. Вы знаете, что, в общем-то, довольно-таки легко ощутить вдох. Да? Мы делаем вдох. Воздух проходит через нос, через носоглотку. That's the lowest level. Но это самый низший уровень. But if my attention is a little finer, I can follow it inward. Если я обладаю более тонким вниманием, я могу и дальше проследить, как воздух проходит. And it combines with substances inside, even finer substances. Воздух, поступающий в меня, в мои легкие, и далее встречается в моем теле с какими-то тонкими субстанциями, которые в нем уже есть. It enters into one's lungs. Воздух входит в легкие. Can you follow it? Можете ли вы проследить? Our attention is easily distracted. Наше внимание очень легко отвлекается. But if you can follow it, you'll come to another level of energy. Но если вам удается это сделать, вы приходите совсем к другому уровню энергии. It's the beginning of real conscious breathing. И это вот и есть начало настоящего осознанного дыхания, когда воздух попадает в легкие.
And Gurdjieff is very specific about this in the way he speaks about it. It's very similar to like when you look at the periodic table of elements. Гурджиев очень точно и определенно об этом говорил. Здесь есть связь даже с периодической таблицей элементов, Which was originally called the law of octaves. которая изначально и являлась и была составлена по закону октав. So Gurdjieff makes it a kind of precise scientific way of following this process. Гурджиев создает такой точный научный подход, чтобы можно было отследить этот процесс. And if you do follow it, you'll come into a different state of consciousness. Если вы действительно следуете этой практике, вы переходите на другой уровень сознания, So people, другое состояние сознания. people, certainly when I was growing up in the 60s and 70s, people took LSD and mescaline and all kinds of things. Today they take ayahuasca. All those things are unnecessary if you transform your own energies. Ну, в 60-е и 70-е годы, когда я был молод, говорит Алан, люди практиковали для того, чтобы войти в измененное состояние сознания, прием ЛСД, мескалина и еще какое-то незнакомое для меня слово. Вот, именно для того, чтобы вот, почувствовать вот этот вот переход. Но дело-то все в том, что человек должен понимать, что он трансформирует. But that takes a real effort, and people want things without effort. Дело в том, чтобы совершить этот переход, требуются реальные усилия. Вот, люди, конечно, хотят попадать в другие состояния без всяких усилий. So I've given you a little fragment of something about Mr. Gurdjieff's teaching. It's a very small part of it, but hopefully an important one. Итак, я очень кратко, фрагментарно рассказал вам об учении Гурджиева, буквально самую малость. Но, однако, я надеюсь, что и это принесет какую-то пользу. And some of you may have tried to follow this work with presence as we were sitting here. Кто-то из вас, может быть, продолжает практику присутствия, пока мы здесь сидим. So that even now, perhaps you are beginning to feel there's another level of being within you. Может быть, прямо сейчас кто-то из вас способен почувствовать вот этот вот другой уровень бытия, который есть уже в нас. Are there any other questions you would like to ask before we? I think we're getting close. Is that right? Катя, мы во сколько заканчиваем? We've got 20-25 minutes. 25 minutes. Ага. Oh, okay. А он предложил задавать вопросы. Давай. Какие у меня могут быть критерии вот оценки того, где я настоящий, да, где надуманный? What are the criteria? How can I distinguish when I am real or when I am figured out, so to say? Because it's confusing. I can take something false as real. Yeah. Are there criteria? That is why we try to really ground ourselves in the body. Насколько я понимаю, что говорит Алан, что критерий вот в нашем теле. Именно поэтому мы стараемся в буквальном смысле заземлить себя в теле.
if the process begins on a foundation like a pyramid, then that foundation must be very strong. Весь процесс подобен фундаменту пирамиды. И понятно, что этот фундамент должен быть мощный. It's like a child, it puts its hand on something and it's hot. Вот ребенок до чего-то дотронется горячего. There's no discussion, is there? Понятно, что горячо, больно. Hot? Yeah, hot. Не надо уже думать об этом. Это так. And so you begin in a way that is very concrete. То есть мы начинаем с чего-то очень конкретного. And that helps you determine what is not. И это, в свою очередь, помогает нам отделить то, что не является основным. So, am I sitting here? Я нахожусь сейчас здесь, How do I я know? здесь сижу. I know. Каким образом я это знаю? If I lift my leg, I hit the table. Знаю. It's here. It's real. Я знаю, я ощущаю свое тело. Вот если я коленку подниму, я стукнусь об стол. So the connection with my central nervous system must be very strong. Связь с центральной нервной системой должна быть установлена, крепкая, сильная связь с центральной нервной системой. And then I begin to see that when I move, there's a relationship between my hand and my wish to move and my spine. Затем, когда я начинаю двигаться, я должен осознавать вот эту вот взаимосвязь между своим намерением или желанием, куда я хочу двигаться, своим позвоночником, ну и непосредственно движением, движением руки, допустим. And let's say that I am imagining that I can fly. Ну, скажем, я воображаю, что я могу летать. But my body is sitting here. Но тело-то мое здесь. It's just imagination, isn't it? И полет — это всего лишь воображение, фантазия. So you can check things on that level, but then you can go and you can also have a concrete relation to the emotional level, to feeling. Вот это был такой первый уровень или первый критерий, по которому мы можем сверять себя. Следующий уровень — это уровень чувств. Let's say I think I'm relaxed. I feel that my body's relaxed. Скажем, I'm not anxious. я чувствую, что вроде я расслаблен, так я неподвижен, я ни в какой там тревожности не нахожусь, ничего меня не беспокоит. Someone taps me on the shoulder, I don't see. Кто-то меня дотрагивается до плеча, тот, кого я не вижу. Am I still relaxed? Вот остаюсь ли я в таком же ненапряженном состоянии, когда это происходит, или нет? Or was my body all the time in a state of anxiety, ready to jump? Потому что вообще основное время нашей жизни тело всегда находится в напряжении, всегда готово подпрыгнуть. Or let's say we do a Spencer's experiment. You remember the one with the watch? Или, скажем, сделаем упражнение из Успенского, помните его, наверное, где надо было смотреть на циферблат часов, следить за секундной стрелкой. He looks, he says, for 1 minute, you don't let your attention go away from the second hand of the watch. Смотрим на циферблат и говорим себе, вот всего лишь 1 минуту мне надо проследить, как проходит стрелка по кругу. In our minds we think, oh, no problem. И в уме мы думаем, ну это легко. But try it. Но когда мы попытаемся, if you're honest, you'll see you cannot keep your attention on that second hand for just a minute. И если вы честны с самим собой, вы увидите, что вы не в состоянии, у вас не хватает внимания отследить движение вот этой большой стрелки в течение даже 1 минуты. So then you say, well, let me see. I said I could remember myself for 10 minutes, 20 minutes. Или говорите себе, да я могу сидеть и помнить себя в течение 10 минут или даже 20 минут. Is it true? Будет ли это правдой? You see, there's the fiction. You know it's fiction because you've tested it.
Вы знаете, что это... И вы знаете, что это не так. Вы знаете, что это фантазия на самом деле. Потому что вы это попробовали. Gurджиев says, test everything I say. Гурджиев говорил своим ученикам проверять все, что он говорит им, что он сообщает им. And there are many, many things like that, like the 1-minute test of your attention that can tell you a lot. Есть много таких проверок, таких тестов, подобных вот упражнению из Успенского, которые говорят нам о нашем внимании и о нас. A lot of people think, they say, can you relax? And you say, yes, I can relax. Многие, опять же, когда их спрашивают, вы можете расслабиться? Да, конечно. I'm relaxed. Я вот сейчас расслаблен. Yeah. But if somebody were to push on the muscles in your body, they would see that there are a lot of ones that were tense. Но если вы потрогаете мышцы, то человека якобы расслабленного, вы увидите, что это совсем не так. And you say, well, am I confident? Yes, I'm confident. But when somebody pushes on some particular part of you, all of a sudden you're offended. Или, допустим, вас спросят, а вы вообще уверены в себе, спокойный человек? Вы скажете, да, конечно, я уверен в себе. Но кто-то ткнет на вас пальцем, и вы моментально чувствуете себя оскорбленным. And Gurdjieff made a habit of offending people. He made a habit of offending. И у Гурджиева была привычка оскорблять людей. Why? Зачем? Was he just mean? Он что, был такой ужасный человек, подлый? I think any one of us is capable of offending other people very easily. Я думаю, что каждый из нас легко может другого обидеть, оскорбить, не проблема. But how to do so in such a way that it reveals something to that person that they need to know. Каким образом сделать так, чтобы якобы оскорбляя человека, на самом деле что-то показать ему о нем же, чтобы он узнал что-то о себе. This goes in particular to what Gurdjieff calls the chief feature. Показать то, что Гурджиев в частности называл главной чертой. If you have all these mechanical parts of yourself, what's at the center of them? Если допустить, что у нас есть вот эти вот все механические части, то что будет центром, самым центром этой механичности? What controls these mechanical habits and reactions? Что руководит всеми этими механическими привычками и реакциями? Gurdjieff says there's something called a chief feature. Гурджиев говорил, что это главная черта, то, что контролирует все поведение. In the old tradition of Solomon, king of Judea, в древней традиции царя Соломона, царя иудейского, he was asked, what do you want most by God? И говорится, его однажды спросили, что ты больше всего желал бы получить от Бога? He says, I want more than anything wisdom. Он сказал, более всего я желаю мудрости. But the process by which he got this wisdom was very interesting. One of the methods. Но тот способ, которым Соломон обрел свою мудрость, сам по себе очень интересен. And I'll say it very briefly. Я кратко расскажу очень. He wanted to build a temple, but he needed help. Он собирался построить храм, и ему нужна была помощь. They couldn't use any metal to cut the big blocks of stone. Запрещено было использовать какой-либо металл для резки камней. And he needed the help of what are called daemons, which are a little bit like demons or devils, but not necessarily. И пришлось обратиться к помощи каких-то духов, можно назвать их демонами. And so he became a master of the daemons. И таким образом Соломону пришлось стать хозяином, начальником этих демонов.
And he then asked the sort of supreme demon, Там был один главный how do you get демон, people to do the things they do? и спросил, как ты заставляешь людей делать то, что тебе надо. And the demon says, I'll tell you, but you have to give me your ring. На что демон ответил: я тебе расскажу, но за это ты должен отдать мне свой перстень. And this was the real ring of power. Вот. А перстень этот был, настоящий перстень силы, власти. That he was king. То есть знак того, что Соломон царь. So the demon takes the ring and throws it out to the ocean. Демон схватил этот перстень и зашвырнул его далеко в океан. And all of a sudden, Solomon is in another land. He is dressed in rags. He has no money. Nobody knows him. И в ту же секунду Соломон оказывается совершенно в другой местности, в другой земле, весь в лохмотьях, лишен власти и денег, и никто его не знает. Well, it's a long story, but the essence of it is he goes through all kinds of difficulties. And in the meantime, who is king of Judea? Вообще, сама по себе легенда очень длинная, со многими перипетиями и трудностями, которые Соломону пришлось преодолеть. Вот. Но какое-то время он находился вне пределов Иудеи. И кто же был царем, когда Соломона не было на троне? It is this demon. Вот Yes, этот, he has taken Solomon's place вот completely. этот демон занял место Соломона. Абсолютно Nobody knows. узурпировал всю власть. И никто об этом не узнал. It's just like nobody knows that this chief feature is not their real I. Точно так же, как никто из нас не знает, что вот эта главная черта, под контролем которой мы все живем, не является реальным «я». Well, finally, he is able to get back to Judea and gets his ring and is able to take his place, rightful place as king. Ну, в конце концов, конечно, Соломону удалось вернуться в Иудею, вновь найти перстень и занять трон. And this is the same situation for us. We need to have something real in the center of us, not a mask, not something that is not me. Наша ситуация в точности такая же. Необходимо, чтобы в центре каждого из нас было что-то реальное, что-то настоящее, что-то, что не имеет никакого отношения к тем маскам, которые мы носим. К маскам. So even though he's regained his powers, his ring, and is wiser than he ever was, at night he still had 12 men guarding around his bed while he slept. И вот, обретя, вернее, снова будучи царем, и с этим кольцом, и со всей своей властью, все равно ночью Соломон выставлял вокруг себя 12 стражей в то время, когда он находился во сне. Because he had to have something keep watch while in the subconscious realm. Потому что ему необходимо было, чтобы оставались наблюдатели, чтобы что-то следило. Для нас это на каком-то подсознательном уровне что-то должно всегда оставаться бдительным. So Solomon gave up a lot to find wisdom. He gave up everything. Так что, видите, чтобы обрести мудрость, Соломону вначале пришлось фактически расстаться абсолютно со всем, что у него было. And this is somewhat parallel to the story of Job in the Bible. Здесь есть параллели с притчей об Иове из Библии. What would I give up to be a conscious man?
От чего я должен отказаться, чтобы стать сознательным человеком? Everybody that's interested in such a question needs to think about what they would be willing to give up. Каждый, кто задается подобным вопросом, должны думать над ним, размышлять, от чего действительно они могли бы отказаться. You know, okay, probably most people are thinking, well, don't take my car, you know. Некоторые сразу подумают, не от машины. Yeah. But those are not the things you need to give up. Но это не те вещи, от которых надо отказываться. Мы о другом говорим. It's what I'm attached to inwardly. Это то, к чему я больше всего привязан внутренне. Вот мне интересно, вот, что вас побуждает, причина, когда вы изучали даосизм, я так понял, учитель, не пример жизни, да? Переходить из фундаментальных учений, переходить на современные учения. Какова причина? What was the reason for you to pass from fundamental teachings to the current teachings, contemporary teachings? I'm not sure what fundamental, which ones. А какие учения конкретно вы имеете в виду? Фундаментальные? Учение Гурджиева. From Daoism, what's the ancient teaching? You passed to Gurджиев's teaching. What was the reason? At the same time I was beginning the Gurdjieff work, I began studying Taoism. I took my degree in Taoist proto-science, Asian studies. Фактически я начал одновременно изучать учение Гурджиева и даосизм. И получил там какую-то степень в этих науках тоже. What I found was that much of what was taught originally in Tao, which I'm sure is a fourth way school, but a very ancient one. Я уверен, что даосизм также относится к школам Четвертого пути, очень древним школам. For example, you do Tai Chi, and the ancient Taoists speak about the sensation of the body, becoming conscious of sensation. И оказалось, что есть очень много параллелей. Например, когда вы занимаетесь тайцзи, вот как учат даосы, вы должны обратиться к ощущениям. Внимание должно быть в ощущениях, и это очень похоже. Or to know that there are 6 steps between heaven and earth. Или в даосизме говорится о 6 ступенях между землей и небом. Which is the law of octaves. Ну, фактически это и есть да, закон октав. But today, pretty much nobody knows about these things. Ну, в наше время практически никто об этом не знает. I've met a lot of Taoist masters from all over the world, and almost none of them know anything about these things. Я встречал очень много даосских учителей по всему миру. Ну, почти никто из них об этом не знал, не говорил. So for me, there may be somewhere a Taoist school that still understands Taoism and teaches it. Я считаю, что до сих пор существуют даосские школы, которые по-прежнему поддерживают вот эту древнюю традицию, понимают, так сказать, внутреннее учение. 1,000 years ago, there was the school called the School of Complete Reality. 1000 лет назад была школа, которая называлась школой полной или наполненной реальности. And there may be somewhere, but I don't know it. И может быть и сейчас таковые существуют, но мне неизвестно они. And so when I was searching for master, I was fortunate in the Gurdjieff work to find Lord Pentland. Так я искал учителя, и в гурджиевской работе таким учителем был лорд Пентланд. And at the same time, I had met briefly Chogyam Trungpa, И примерно в то же время great Tibetan
Rinpoche, познакомился с великим тибетским ринпоче Шигьялом Трупой Krishnamurti, и также с Кришнамурти and of course Carlos и с Castaneda, Кастанедо. and other teachers. Ну и были еще и другие учителя. And none of them impressed me like Lord Pentland. И никто из них не оказал на меня такого впечатления, как лорд Пендланд. Лорд Пендланд. He was the head of the Gurdjieff work in America. В то время он был во главе гурджиевской работы в Штатах. He was a disciple of Gurdjieff. Yes. Student. Да, он был учеником Гурджиева. And I write about it in my book a little bit. В своей книге Алан посвящает лорду Пентланду главу. But when I saw him, I was 19 or 20, and he walked into the room, and I was with a few other people. Мне было лет 19 или 20, когда я впервые с ним встретился. В комнате было несколько человек, и вот вошел лорд Пентланд. And I don't know if you've ever seen pictures of Nijinsky. Видели ли вы когда-то фото или изображение Нижинского? The famous Russian dancer. Известнейшего российского But there was русского танцора. A quality of his movement that was like Nijinsky. It looked like something from another world. He wasn't dancing. И вот само качество движения лорда Пентланда, конечно, он не танцевал в это время, он просто вошел в комнату. Но вот движения у него были такой же энергетики, такого же качества, как будто он через миры проходит. But you could say I could see that he was moving from another body, another higher body. Было такое впечатление, что он не сходит к нам из другого тела, из более высшего тела на наш уровень. And you know, in Tai Chi we have something, I don't know if you're familiar, in Tai Chi we have something which is, if you begin Tai Chi, you follow your movement. Ну, те, кто знакомы с тайцзи, знают, что мы I'm начинаем like с того, here, что and the movement's here, so I'm following what I'm своим doing. вниманием следуем за движением, And then you're in your movement. а потом мы как будто бы находимся в движении. You're actually in it. Внимание в движении находится в самом. But the next stage is you're in front of it. А следующая ступень уже, когда вы впереди движения, ваше внимание предшествует движению. You project your movement and then you enter into it. Вы сначала проецируете свое движение, и потом физически уже входите в эту проекцию. That's an exercise of astral body. И это и есть упражнение на развитие астрального тела. And Pentland once said it's like a hand fitting into a glove. Лорд Пентланд использовал метафору, как будто рука входит в перчатку. Тело входит в проекцию астрального тела. And that's when I saw him the first time, that's exactly what it seemed to me. И вот когда я его впервые увидела, это как раз было такое впечатление. But that is certainly not the only reason why I followed Lord Pentland. Но это, конечно, не единственная была причина, почему я последовала за лордом Пентландом. He was just an extraordinary person. Он был совершенно необычный человек, абсолютно экстраординарный. Anything else? Any other questions? Yes, please. Скажите, пожалуйста, вот сейчас современная система об энограммах, она имеет какое-то отношение вот к типе 9 личностей к энограмме? Well, the current, so to say, teaching of Enneagram, does it have something in common with Gurdjieff's types, 9 types according to the Enneagram? Not really. Не особо. You know, there are people that took things of Gurdjieff and just, you know, played with them, you might say. Многие люди взяли гурджиевские идеи, ну и поворачивают их по-разному, как им удобно. There are actually 3 levels of types. Гурджиев говорил вообще о 3 уровнях типов, типологии людей. Which I just gave a seminar on just recently. Недавно как раз у нас был семинар, который касался этой темы. The lowest level of types are 27 types.
самый низший уровень. based on the three centers. 27 типов людей, и основано это все на 3 центрах. So that it's your functions. In other words, you may be a person who feels more than they think. Фактически здесь говорится о функциях. То есть ну, вы можете быть человеком, который больше чувствует, нежели думает. Чувством воспринимаете все. Or you might think more than you feel. Ну, или наоборот, больше воспринимаете умом, нежели чувством. So you could be there either a physical person, man number 1, emotional person, man number 2, or человеке intellectual номер man 1, number 3. центр тяжести которого находится в физическом центре или в теле, человеке номер 2 в эмоционально центрированном и человеке номер 3 интеллектуально центрированном. Но это все обычные люди. And then it's further divided into 3 and 3 more. That's where you get the 27. И это все, почему их 27, потому что каждый центр еще разделяется на 3 части, и каждая часть еще на 3. And that's connected with what Gurdjieff calls organic life on Earth. И все это связано с тем, что Гурджиев называл органическая жизнь на Земле. Because organic life on Earth produces human beings with 3 centers. Потому что органическая жизнь производит 30-центричные существа, которыми мы являемся. And then you rise up to the planetary world. На более высоком планетарном уровне. And finally up to the solar world, and each one has a different influence on what you might call the soul. И еще на более высоком солярном уровне, там уже совершенно другие влияния, и ну, вот на уровне Солнца, влияние самого Солнца. So your soul, in a sense, is like an undifferentiated consciousness. И совсем высоко уровень души, и душа определяется как неразделенное, необусловленное сознание. And gradually it takes on influences as it comes down. И вот постепенно с огромной вот этой высоты, то есть душа приходит с очень высокого уровня, постепенно, проходя все другие уровни, она вбирает в себя разные вибрации от этих уровней. And the terrible thing about that number system is you have people saying, "Oh, I'm number 4." Вот. Ну вот. I'm number 6. Люди, естественно, хотят быть уровнем выше, чем они есть. И многие считают себя человеком номер 4 или номер 6. And what they're doing is putting themselves in a box. На самом деле они ограничивают себя этим своим представлением, они в коробку себя сажают, в ящик. А что-нибудь можно рассказать пошире о корнях этого учения? Я первый раз прочитал, что это из Атлантиды. Could you please tell a little bit more about the background of Gurdjieff teaching? Because I read for the first time that probably it came out from Atlantis. Well, that is certainly one possibility. Это одно из возможных, ну, теоретически, да, одно из возможных происхождений. But it's also a metaphor. Ну, кроме того, упоминание Атлантиды Or an allegory even. Метафорическая или аллегория, еще можно сказать. Because he says that Atlantis sunk, as Plato says, and it sinks in us. Даже согласно Платону, Атлантида утонула, ушла под воду, да? Вот, то есть в нас есть аналогия, что-то в нас уходит бессознательное. So, in a sense, the higher part of our consciousness has been hidden in our subconscious. Каким-то образом получилось так, что высшая часть нашего сознания оказалась спрятана в бессознательном, погружена туда. So it's not so much we're looking for Shambhala in Tibet. Не то, чтобы мы искали Шамбалу в Тибете. But we're looking for it inside here. What is Мы this внутри себя ищем. inner reality? Какова наша внутренняя реальность? But the external sources, Gurdjieff says, first of all, of course, he studied with
in Egypt and China, Но если говорить Tibet о and внешних источниках, Persia. что только Гурджиев не изучал. И в Персии, и в Индии, и в Тибете, и в Египте, и на Востоке. So he was studying, he began with Eastern Christianity, but he was studying all over and was still dissatisfied. Он изучил, как он сам пишет, все, что только возможно. Ну, в молодые годы он начал с вот этого вот восточного, так сказать, вида христианства. И изучив все, он по-прежнему остался неудовлетворенным той картиной, которую, тем представлением, которое он получил от своих громадных знаний. А это какой год был вообще, его молодые годы? Which was the beginning of his search, the Gurdjieff's search. What year was the beginning of Gurdjieff's search? It's so difficult to say, but He was about 14. he began as a teenager, Ну, прямо год назвать Maybe очень трудно, но он 1880. начал поиск свой очень рано, лет 18, а может быть и раньше. Когда он жил? 80-е годы It is 80s of the 19th century. 80s, 1880. What would you say about Gurdjieff movements? Why they are needed as a part of Gurdjieff system? They are one of the 9 original arts. If you look at the Greek or in the adherents of Legomenisms, there are 7 arts. Они имеют отношение к 9 изначальным искусствам, если взять греческие источники, или к 7, о которых написано в легомонизмах. So the movements represent one of these. The question was why are they necessary as a part? I know. Okay. So the movements represent one of these arts. То есть гурджиевские движения имеют ценность, так как олицетворяют одно из вот этих вот изначальных искусств. Why do we need to practice them? Well, it's up to the individual and the teacher that's teaching what exactly is important to instruct. But the Gurdjieff movement is very useful for development of the attention. Основная польза гурджиевских движений, как считается, это развитие внимания, всех видов внимания. Но человек по своему намерению, желанию может либо практиковать их, или не практиковать. Дело в том, что огромное значение здесь имеет сам учитель. И вот в настоящее время, если это ученик кого, вот этот учитель. Before the movements were the gymnastics, which are more fundamental. Изначально движения были что-то вроде гимнастики. То есть основа их гимнастика. The movements were meant to be taught by initiates under the Gurdjieff work, and unfortunately there are none here in Russia. Дело в том, что только те люди, которые были, так сказать, инициированы, что ли, или посвящены вот тогда учить движением, они могли это делать. А в России никого подобного сейчас нет. Нет традиции прослеживания на преемственности. I heard that Gurdjieff was also practicing Sufi movements. Do they do that now? Did they do that now?
Gurdjieff certainly took some of his movements from the dervishes. Да, определенно Гурджиев какие-то движения взял из танцев дервишей. Other movements came from, he said, from the Samong Brotherhood and also from other teachings in different И еще places. он говорил, что какие-то из движений пришли из братства Сармунг, там он научился им, и из других источников, о которых он не говорит. In the Gurdjieff Foundation, Sufi movements are not taught, only the ones that Gurdjieff brought from the dervish specifically, but generally Sufi movements are not taught. Но в самом фонде Гурджиева суфийские движения не практикуются, только то, что вот он взял, установил вот эти каноны. But in other people who teach outside the foundation, they mix everything Но together. есть люди, которые преподают движения вне фонда, и они, конечно, могут смешивать разные. А можно ли сказать, что воздействие движения на человека такое, как тайти? Could you say that the influence from the movements on somebody is very close to Tai Chi? I've studied Tai Chi also for how long? 69, almost 50 years. Тайцзи я также изучаю почти 50 лет. And Tai Chi, for me, was more useful. Но для I меня, studied the movements when I was young, but for me personally, Tai Chi was more useful. для меня лично тайцзи оказалось более полезным. Uh, Я изучала движение очень молодым, когда был. Ну, тайцзи вот оказалось, что это мое. because it very, very simply goes into the body, very directly. Потому что практика тайцзи очень такая прямая, непосредственная, которая воспринимает тело. But Очень in прямо. the movements, you know, there's so much going on that it's very hard to sink into the body directly. В практике движений сразу моментально оказаться в теле очень сложно, так как они требуют, ну, вот такого, они очень интенсивные, многообразные, и не сразу человек приходит в тело. And there's a tendency for people to think, if I know more movements, it's better, more and more and more И and тем more. более вот среди современных учителей и тех, кто практикует движение, есть такая тенденция, мнение такое, что чем больше движений я знаю, тем оно для меня лучше. Чем So I больше think it изучаю. feeds the ego for many people, unfortunately. И для большинства людей все-таки, ну, мое мнение такое, что это только питание для эго и не более того. So if the movements are taught within the Gurdjieff teachings and they are sort of centered, you know, and grounded, then I think they can be very beneficial for people. Я думаю, что движения крайне полезны для всех практикующих, только если они преподаются в рамках самого учения, если они заключены в само учение, не вне его никак, и если они правильно центрированы и на правильной основе. But Gurdjieff says every master or teacher has their own specialized study. Гурджиев же говорил еще, что у каждого, ну, последующего учителя свой стиль. Каждый преподает какую-то часть, участок. And so he says masters of all ages have always been alchemists. Вот. И он также говорил, что учителя всех древних учений были алхимиками, And that's the central teaching. что алхимия является центральным All other учением. teachings can be useful, but that's central. Любое учение полезно и применимо, но вот это вот их центр. What he was asking about building the energies, Или как был вопрос про накопление энергии. the exact science. Это точная наука. We're out of time.
Well, I think unless there's a burning question, we're out of time. Мы уже превысили время, если вот у кого-то только есть горящий вопрос. When we see you next time? Well, I'll be back in Russia in about a month and a half. Где-то через 1,5 месяца Алан вернется в Москву. But my group is here, and they continue. Но группа остается здесь и продолжает. One thing, this is not Gurdjieff group. Вот это не наша гурджиевская группа. Has absolutely nothing to do with Gurdjieff or Gurdjieff's teachings. И вообще вот эта вот школа четвертого пути, как тут написано, никакого отношения к Гурджиеву не имеет. Thank you very much for Всем coming. спасибо. Very nice of you. Так, Бёртон, Yeah. It was new for me, but it's very interesting. So, and I appreciate that you involved in Tai Chi 50 years.